Здорово, други! С наступающим всех поздравляю. Так, и у меня тут небольшой казус случился, который видеть вы не должны. Вот. Собственно, новогодний стрим, так сказать. Game Genius в эфире, меня зовут Павел. Собственно, 31 декабря, как обычно, 2018 год. Пока еще... Ой, 18-й. 2019 год на календаре пока еще. Буквально через несколько часов календарь перевернется. Вот. Будет 2020, а у кого-то уже он наступил. Тех и с Новым годом. Собственно, с чего начнем-то мы? С шампанского, естественно. Надо проводить старый Новый год и потихонечку начинать отмечать новый. И под этот шумок я решил... Катя поделилась трансляцией. Я выучил звуки. Под шумок захотел начать проходить серию GTA, начиная с третьей части. То есть пройдем третью, четвертую... И это Максим. После третьей, естественно, Vice City, потом San Andreas, потом четвертая, эпизоды четвертой части про гея Тони и байкера. И, соответственно, GTA 5. Возможно, в перерывах где-то между третьей и Vice City будет Liberty City Stories, и между Vice City и San Andreas будет, соответственно, Vice City Stories. Но это будет играться с эмулятора, но я посмотрю, подумаю, как это все будет. Планы на ближайшие лет 30, не совсем лет 30, но на ближайший год, собственно, по ходу расскажем. Да, Андрюша, и тебя с наступающим. Так, начинаем мы все-таки новую игрищу и потихонечку будем открывать шампуньское. Вот. Собственно, по традиции, ну вообще я как бы в новогодние стримы под конец онного открывал. Но тут решил все-таки в начале стрима, пока народ собирается, с отважными напитками. Вот, да и не только. Ох, сейчас бахнет! Жахни! Пендаль вжахни! Ой. Ура, ура! Ну, господа, за уходящий старый Новый год... Ой, старый Новый год, говорю, блядь. За уходящий год, за наступающий новый, чтобы у всех все было хорошо. Ну а мы порадуем новым контентом. Ваше здоровье, господа! Сладенько. Сладкое какое-то шампунька. Ну да ладно. Котейки замечательно. Анфиса дичает, кокос жиреет. Мотя еще шевелится. Сзади. Где субтитры, я не понял. На самом деле я не очень помню сюжет третьей части. Как ни странно. В общем, играл, я вообще вот в первый раз ее играл, по-моему, в 2002 год шел. Я купил диск лицензионный, я не помню, по-моему, каких-то конских денег стоил. Вот, и не локализованный, то есть перевода не было. Локализация, ну, в то время локализация была только пиратская. Вот. У меня был лицензионный диск, он был исключительно на английском языке. Я до какого-то момента
в игре дошел, и все, я не понимал, что от меня хочет игра. Вот. Я помню этот момент, он здесь будет, походу, я скажу о нем. Вот, потому что на тот момент английский язык я так вообще очень не очень дружил с ним. Матян, сколько Матяну? 18-19 лет Матян. Старый кот Матян. Надо мстить девку. Подвези меня, братан! Так, сейчас немножко с настройщиками поиграемся. С изображением все хорошо, потому что мне очень больших трудов стоило запустить ее, чтобы OBS ее схватил по-человечески. Вот, там были подергивания, судороги, мелькания, я не знаю, это Клод, по-моему, да, его зовут, главного героя. Он у меня сквозь текстуры пропадал, и, в общем, очень... Причем это стимовская версия, и я немножко другой нашел выход. Немножечко Torrent Edition сделал, и немножечко подкорректировал код игры и запустил ее в окне без рамки. Надеюсь, все хорошо, ничего не моргает. Пиратские... кстати, да, сейчас установку мыши мы вот так вот сделаем. Заодно... Так, нет. Следы, субтитры вроде включены. Так, все, вот так вот. Вот так вот или нехорошо. Сейчас. Не, норм, поехали. Радио Гага. Я надеюсь, YouTube не заругает. Вот. Саня переводчик же с этого самого, по-моему, с GTA 3, да? В сабах его Хайль. GPS нет, как собственно, в Vice City, по-моему, тоже GPS не было, в Сан-Андреасе, по-моему, GPS не было, хотя в настройках игры там присутствует. Возможно, там голосом машина говорила. Я про Сан-Андреас, а возможно нет, я не помню. Так, это сохраняшка, кажется, да. Блин, такое все блюрное. Прям непривычно. Третью не осилил после Vice City. Так надо было сначала в третью играть, а потом в Vice City. Хотя они не связаны, хотя герой Vice City очень даже похож на Клоуда. Не знаю, с чем это связано. С наступающим, да, Михаил. Тебя также, дорогой. Вот, и еще раз ваше здоровье. Да, сейчас музыку немножечко вот так вот сделаем, чтобы YouTube не заругал. Так, нас просят проехать в другое место. Вот, ну, собственно, в четвертую уже, да, вот такой навигатор. Правда, в четвертую он дико тупой. В пятую его как-то худо-бедно поправили. Вот, но все равно. Третий Vice City, San Andreas. Я не помню, чтобы они были связаны. Я так понимаю, то, что в Vice City там вообще другой герой. Не этот, не Клод, а в San Andreas он тоже, там же этот Нигра. Си-Джей охлаждает углепластик и трахание вместе с ним. Ну да, я помню Сан-Андреас. Клод появляется в одной сцене с Каталин, ну короче, с бабой дикой этой негрой. Вот она типа, вот это мой парень, туда-сюда. Вот, а больше я не помню, чтобы как-то вот они были связаны между собой.
Очкарика в Исане... помню, но он, по-моему, не похож. Он чисто это... Так. Как бы... Может быть... такое веяние есть, то, что он может быть похож, но... Возьми тачку. Хорошо. Возьми тачку, чувак. Забери Мисти. Сейчас. Я помню коды до сих пор. По крайней мере, один точно. Это No Police Please. Что-то вот такое. Или Аезакми это уже было в этой, как он, по-моему, в Сан-Андреас Аезакми. А No Police Please как раз, по-моему, из третьей части он избавляет от любого количества звездочек. Да, после GTA SA девка в начале этого Каталина вроде была хоть и не... Вот так вот. Блин, надо фандом почитать, что я... Вот самое, как-то упустил все из виду. Вот. И... об чем это я... Вообще, к чему я веду? Я уже забыл. Миссия пройдена. Респект. Как там? Турурурум. Нормально. О, бот пришел. Так, но можно сохраниться, съездить, в принципе. Я вот, кстати, не помню, тут магазины есть. Зачем ему бабки? У меня... тут даже мышкой не покрутишь в этой машине. Так вот. Можно взять биту. Подожди! Нет! Отмена. Я тачку хотел загнать. Он, кстати, на Макс Пейна, по-моему, похож чем-то. Насколько я помню, тачка должна починиться. Вот это вот, да. Такое вот, да? Прям ностальжи. Просто. Когда загоняешь тачку в гараж, чтобы она не пропала, идешь сохраняться в дом. Вот я всегда по 2 раза сохранялся, но я не думаю, что здесь какие-то проблемы возникнут, потому что у меня в какой-то момент я проходил GTA San Andreas и уже до 3-го города дошел, и, короче, в какой-то момент я включаю комп, потом начинаю загружать игру, и он мне говорит, сохранение повреждено. Вот, и именно с того момента я стал сохраняться на на 2 клетки, на 2 полоски. В избежание всяких казусов. За бабло... дома вроде дают. Вот, да, тачка чинится. Окей. Так, поедем к Эллю. Блять, какое у нее управление. Очень неудобная камера. Тут, кстати, в дань олдфагам есть вид сверху, так сказать. Вот. Я уже не стал как бы начинать серию там с 1-й части, со 2-й. Думаю, давайте уже с третьей как бы начнем и потихонечку вот так вот дальше будем. Ваше здоровье, други. Слушай, вообще прям сладенько. Напиток винный газированный. Советскую шампанское. Возьми биту. У меня есть бита. Ой, это ж не моя тачка. Ну ладно. Стопе. Вот у меня там. А он бегать быстрее не умеет, да, кажется?
Подожди. А, во, возьми биту. Но у меня есть бита. Все. Что-то поебашили мою машину. Мне срочно нужен экзибит. Прокачай мое корыто. Первый GTA клёво, второй тоже прикольно. Ну там прям футуристичный мир такой. Вот. Мне больше первый нравится. Вот, я еще из-под DOS играл. Вот. Так вот, так, а что нужно сделать? Ой, ты почему так сразу-то? Возьми тачку и перекраси, хорошо. Так. Значит, что касается 2020 года. Вот. Я вообще хотел изначально как бы взять на новогодний стрим, ну, как, сделать часовой конкретно и в формате Old Zor Live. Вот. Но потом вспомнил, то, что у меня весь материал на сдохшем харде. Вот. И поэтому не получилось. Вот. Но в 2020 году все-таки, наверное, в январе стартует очередная рубрика, опять же, под названием Old Zor Live. Вот. То же самое, что и такой обычный стационарный Old Zor, который был после первого выпуска заморожен, но, опять же, в 2020 году он возобновится. Параллельно с ним будут проходить лайвы в таком формате. Вот. Надеюсь, больше топов, больше обзоров, больше каких-то отдельных видосов, больше стримов, в конце концов. А я выйду? Я выйду. Все, респект. Миссия 4 куска. Американских рублев. А на чем прикажете? Нихуя тут матрица просто. Дидан. Возьмем розовую. Так вот, я вспомнил, о чем я вообще, к чему я вел, что я хотел сказать. Уйти от полиции в третьей части нереально. Вот. В Vice City нереально. В San Andreas невозможно. Такой функционал попросту не предусмотрен игрой. В четвертой части, да, там как бы она тебе говорит, то что да, вот есть зона как бы розыска полиции, ты можешь как бы из нее съебаться, но нет, по факту это невозможно. Вот в пятой части с этим делом легко, абсолютно. Просто уезжаешь в поле, и они тебя теряют. Можно я не буду ничего объяснять, да? Я про ВК сейчас. Я не знаю, Максим, может тебе и надо менять дизайн этого обзора. Возьми тачку, чувак. Вот я приехал на розовую. Опять подобрать Мисти. А где она? Так, это моя машина? А где Мисти? Подожди. Я же ее сюда вроде привез.
А, все, 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 я не увидел, не увидел. Сколько шлюх ходит на улицах Нью-Йорка. А, вот, 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 по-моему, как раз я недалеко ушел в 2002 году. Вот, игра мне писала по-английски, я вообще не понимал, что она от меня хочет. И, короче, я так и не прошел эту миссию, оказывается, тут нужно было просто посигналить. Шалюшки и морды. Теперь ты постоянно работаешь на Луиджи, а наконец-то что-то там, привести мистик Луиджи. Ну тут пока миссии такие на местности происходит. Недалеко от дома, так сказать, все через дорогу. А тачка так и не исчезает, кстати, вообще на удивление, на мое. И, насколько я помню, до 5-й части, если машина переворачивается на бок, если машина переворачивается на крышу, она просто загорается и взрывается. Если я не ошибаюсь, в 4-й части это так же, как и в Vice City, и в 3-й, и в San Andreas. Вот. И это изменили, по-моему, только в 5-й части. Если ты перевернулся, ты можешь просто в бок нажать, и у тебя машина как бы обратно на колеса может встать. Джоуи мог бы... Да, я мог бы выучить английский, я его выучил потом. Вот, в конечном счете. GTA 3 тачки не исчезают, наверное. Где ты хочешь сказать, пока, наверное, не сохранишься, или другая миссия не начнется, или что-нибудь такое? Так, не, я обычно как делаю? Вот если у тебя на радаре там появляется куча всяких чуваков, вот, которые задания дают, я сначала вот по одному долблю. Вот я начал там у Эля делать все. Вот я пока у него буду, короче, проходить миссии. Странно, я уж сколько задавил, но за мной не один... А, блин, в натуре, она так тут и стоит. Что-то очень странное. О, нихера себе! Боевая шлюха. Классный сутенер. Ставил танк на дороге, через время еду, ёбаюсь там. Нормально, че. Вот умели же делать, да, игры? Я вот на самом деле, я бы поиграл. Вот я очень жду GTA SA на движке 5. Вот это было бы здорово. Не, вообще очень здорово было бы все на движок GTA 5 перенести. Или Red Dead Redemption 2. Вот. Это было бы вообще классно, безумие какое-то. Вот. Ну, представьте тот же самый Vice City, солнечный Майами, просто в бликах RTX, это просто что-то с чем-то было бы, нечто. Так, а что мне надо? А, мне по всей видимости нужно тачку угнать. А тут, по-моему, мотоциклов и прочих нет. Их ввели, по-моему, только с Vice City. Кажется. Охуеть! Я теперь понял, зачем мне на карте это самое отпечатали магазин с
оружием. Именно для этого. У меня есть скин на полицая, совершаешь правонарушение, сразу дают из розыска. Не знаю. Я в третий не помню. Чтобы можно было менять одежду. Вот в Vice City, да. Ой, я мусора задавил. Вот в Vice City, да, там можно переодеваться во всяких разных. Я не помню, то ли это изначально вообще сюжетно нужно было там... А, да, по-моему, там в какой-то миссии тебе нужно было в полицейский участок пробраться, там что-то сделать. Вот. А так, какой профит, я не знаю. Как бы... Звезды тебе в любом случае дадут, как бы стрелять тебя в любом случае будут. Я не знаю просто, зачем это было сделано. Так, надо, наверное, сначала в Ammunition сгонять, да? Взять какой-нибудь броник хотя бы. Так, вот это, по-моему, моя тачка. Где моя тачка, чувак? Ой, сорян. Прямо под колеса. Прыжок вверх. Зашибись. А, УЗИ или... А, нет в наличии УЗИ. А броник у тебя есть в наличии? Вот какой... Так, а как... И этого нет в наличии. Или это у меня нет наличия? А как купить-то? Слушай. А знает кто-нибудь на оружие код? Потому что, походу, что-то с игрой не так. У меня не битые. Зайди внутрь, оружие для покупки оружия. Я купить-то ничего не могу, он мне говорит, нет наличия. Вот это да. А нахрена тогда? Как мне с этими объебосами бороться-то? Тап не работает. Байкеров вспомнил. Last of Bikers? Да, я вот думаю задавить их, в смысле остановить тачку, вылезти, залезть обратно в тачку и подавить этих товарищей. А их... С одного выстрела дробовика у меня... Подрыв, блядь.
Боевые укладки, нахуй. Максим, тащи петушителя. Это просто пиздец. А как мне бороться с ними прикажешь? Ой. Просто дабл фейл. На самом деле. Сначала, блядь, по заднице надавали. Что происходит в этой игре? Я хуею, тут даже скрипты лагают. Чтобы по людям плевать. Моя милиция меня бережет. С елки с ними, да, надо. Господа, дайте, пожалуйста, этот самый, как его, код на оружие. Так, чё их... О, скоряк же можно угнать. Кнопку, чтобы включить... А, тут миссии, да. Миссия таксиста, миссия полицейского, миссия пожарного. Но... В Сан-Андрес я не помню, есть такие миссии. В Vice City точно есть. В Сан-Андрес не помню. В 4-й GTA точно нет. В 5-й точно нет. От них решили отказаться, я не знаю почему. Ганс, А, 3 раза Ганс. Ладно, сейчас попробуем так еще раз пройти. Давай попробуем еще раз в Ammunition съездить. Может быть, игра отлагала? А им тут плевать, если в 4-й GTA хотя бы они отходили. Нет в наличии. Что такое? Почему на меня все агрятся, я не пойму. Вот, так о чем? В 4-й GTA, в 5-й GTA они хотя бы дорогу уступают. В Сан-Андрес я не помню, по-моему, тоже есть такая функция. Так, -1. Да, блядь, противно. Так, выключись. Ну я почти смог. Почти. Загрузись, а где я? Ну давай сейчас это самое загрузимся, пойдем. Точнее, сохранимся, потом загрузим. Почему? С чего ты решил, то, что не должно быть оружия? Я просто не знаю, я до этой миссии не доходил никогда. Вот. Опять же, возвращаясь к 2002 году, я не очень хорошо знал английский, а игра у меня была только на английском. Сейчас давай сохранимся тогда и загрузимся опять.
О, биту хотя бы можно взять. Не, зажать не получается там. Я пытался. Так, давай загружим. Загрузить игру. Вот, отвези меня, да. Интересно, там есть тачка? Нет. И такси нет. Смотрите, блюр, туман. Так, что это? Почему оно так быстро работает, блин? Почему у меня 82 хп стало вдруг внезапно? А как он через окно вытащил руку? Раста, братья. Я не знаю, насколько громко слышно музыку. Сейчас проверим, так сказать, еще разочек. Ну нормально, за стрим 4 миссии пройти. Это хорошо. Это очень даже прилично. Все равно нет в наличии. А, во дворе! Ёб твою мать! Он говорит, я тебе оставил 9-миллиметровый во дворе. Так, а целится он... А, вот так вот. Ладно. А патрон-то я могу купить? Вон оно чё, товарищи-то. Тут больше нет ничего. Ой, я, по-моему, пачку задавил. Вот, Максим, а ты говоришь, оружие не должны давать. Все вон должны. Сурпрайз, мазафака! Ёб твою мать! Почему он не дохнет? Я не могу. Мне срочно нужен перекур. Так, нужна вообще какая-нибудь бронированная тачка. А почему закрыта? Она же открыта была. Так, ладно, как мы. О! Теперь есть. Так ее угнать надо или захуячить их просто? Заебись!
20 хп оставил. Где дом престарелых, в смысле лечебня? Вон. Я не знаю просто, как ее пройти по-иному. О, Хаммер. Типа Хаммер. Военный. Водятлы тут, конечно, вообще просто осатаневшие. Это как у нас в городе, да? Ездят не по правилам, а по понятиям. Одни дебилы. Дебилы дебили. Тут всегда так было, блядь. Кто? Корбен Даллас? А, Бэдфилдс. Бэдфилдс. Корбен Даллас. А кто? Ты мне, Максим. Конечно, ты виноват. Ты вовремя петушителей не принес. Поэтому все сгорело. Все сломалось. Подожди, а у него... по бокам может стрелять же, точно. Тут вперед не можно, а в бок можно. Все, я вспомнил. Как это проходится. Точно. Хоть я и не проходил, но я, говорю, вспомнил. Вот, я догадался. То есть с пистолета нужно по бокам к ним подъезжать и, соответственно, херачить. Ну, примерно... Примерно вот так вот. Миссия пройдена. Респектус. Чё за пейджер? Юми BMJ. Что, блядь? Подожди, а как прочитать головорез? Сок, вернись в вооружению напротив. Луиджи сказал, тебе тоже нужно... это да. Так, настройки управления я хочу посмотреть. Как, может, пейджер можно как-то просмотреть потом? Да елки далеко, она у меня под потолком, Максим. Приблизить, отдалить, радиосигнал, подр? Что такое подр? Изменить камеру. Правый shift спринт, охуеть. Турель влево, турель до-до вверх, турель до-до вниз. Что за пиздец творится в этой игре? Что такое турель до-до? Вот правый shift он... о, спринтит в натуре. Обалдеть. Все, максимальная концентрация. Фараонский подонок. Здорово будем. Полицейские уроды. Подожди, а вот этот вот негр, он похож из Сан-Андреса на этого Тенни Пенни, или как он там был там. Вот слева от этого итальянца стоял. Управление самолетом. Так, девочки.
То есть нужно собрать девок. Окей. За 4 минуты. Так, а мне их сейчас влезет 3. Очень плохо. GPS-а нет. Приходится как-то по карте ориентироваться. Ты залезла? То есть примерно за 2 захода. Плюс-минус. Я на карту смотрю и поворачиваю. Китайская шлюха. Заходи. Гостем будешь. Так. Ой. Это типа на вечеринку к товарищам фараонам, да. Что-то знакомое. Ну хоть не этот, как его, не голубая устрица, да? Та-та-ра-та-та-та. Поехали. Та-та-ра-та-та-та. Надо было автобус какой-нибудь угнать. Потому что потом мне придется ехать за одной проституткой. Даже за 2. Потому что в эту тачку мне влазит только 3. Так, а я сколько подобрал? По-моему, 3 как раз, да. И останется вот, да, тут одна. Просто одинокое бабище. Кавабанга, блядь. Время теряю, у меня минута 2 почти. Вон, да, там 7 и 8 еще. Напрямик, блядь. Блять, они вообще где-то в щебенях. Она одна тут, я за минуту вообще никогда в жизни не успею. Что-то блядина где-то на мосту. Потому что успею. Доставить шлюх за 40 секунд. Миссия невыполнима, мне кажется. Вообще никак. За 30. Хотя, не знаю, может быть прямо впритык вообще. Да, вообще просто впритык. За 5 секунд.
Черепашки ниндзя с нами, да. Та-ра-та-та-та-ра-та-та. 4000 американских рублей. Бонус. Что-то еще там бонусом кинули. Liberty Police департамент Анус Бал. Ануал Бал. Анальный бал. Так, что, сохранимся? Да и можно перекур, наверное, сделать. Да, стрим идет час. Можно сделать перекур, а потом еще полчасика. И, собственно, потом нужно готовиться к перевороту в календаре. Я имею в виду. Товарищ майор, никаких государственных переворотов я не планирую. Прошу зафиксировать эту запись. Хотя хуй его знает. Ну ладно. Так, давай тачку тоже сохраним. Так, обид-то у меня есть, по-моему, да? Не было. Зато есть 5 гранат. Натуральных. Шамаровоз? Да, автосалон я помню, Максим, да. Автосалон 100 пудов где-то был. Но я не помню, можно там что-то покупать. Я помню то, что оттуда можно угонять. Насчет покупки. Вот, теперь товарищ Джей. Кстати говоря, в каких, по-моему, с Vice City уже не было вот этих рандомных звонков, да? Телефонных. Или подожди, или в Сан-Андрес были на мобильник, там из трусов в это доставал из анального такую тут трубень и разговаривал, нет? По-моему, это было в Сан-Андрес. А тут остались вот эти вот телефонные звонки, то есть как в первой части, там и во второй, да, ты подходишь к телефонному аппарату, ты берешь, и тебе просто рандомная миссия какая-то дается. Вот, в третьей части это есть, а в других я не помню. Вот, что касается четвертой части, там вместо телефонным звонкам телефонные звонки уступили место вот этим случайным прохожим. То есть они дают тебе какое-то там двухминутное задание и все. В пятой части это место, эту нишу заняли случайные события вообще. Вот, просто разные там, например, с репортером ты там за знаменитостями, с папарацци, типа как папарацци херачишь. Там я помню, я за негра катался, что-то смотрю, там сделка какая-то происходит. Я так, нихуя себе. Решил, короче, поближе подойти посмотреть, и меня порешали. И больше я там не был. Этой сделки. Что очень плохо. Мне интересно было, что там вообще происходит. Это онлайн. Да, конечно, это стрим сейчас идет. Собственно, добро пожаловать. Еще, в принципе, полчасика, минут 40 будет идти эфир. И, опять же, провожаем старый год, да. Старый год провожаем. Новый потихонечку встречаем. Ваше здоровье, други. Шампанское открыл в начале стрима. Час назад. Великий авто... Какой... Ну да, действительно. Почему бы нет? Так, давай посмотрим задание, что... Угони их машину и возьми ее, чтобы купить 8-баллонную бомбу в Гарвуде. Короче, понятно. Нужно взять тачку, установить на нее бомбу и отвезти тачку обратно. Насколько я понял. За 5 минут это будет сложно. Я не... Да, кстати, вспомните миссию в Мафии. Где нужно было повредить тачку вроде. Что-то типа того. Вспомните? Как я из мастерской
выезжал. Там, кстати, в нарезке, которая не так давно вышла по первой мафии, она короткая версия моей нарезки, которую я это самое аж на час, по-моему, зарезал всю мафию. Блять, какое у него управление дикое. Вот, а Максим уложился в 5 минут. Ой. Так, а я здесь сможу проехать? Блять, еще и почини тачку. Ёбаный понадол. Проститутки. Теперь еще и за свои кровные чинить. Это сраное корыто. Не проще заново начать миссию? Все. Mission failed. Дайте, пожалуйста. Спасибо. Так, я аж перекур хотел сделать. Я нет. Вот я со своей барышней, она сейчас на кухне находится. Собственно. Вот, еще есть 3 кота. С ними тоже все хорошо. Давайте эту миссию пройдем, сделаем перекур небольшой. Хотя, наверное, я бы сейчас... Ладно, я думаю, это быстренько эту миссию завершить. Я уже понял, куда надо ехать. Тем более там все, грубо говоря, через дорогу. Все рядом. 5 минут это они прям уж слишком много выдали. Кстати, по ближайшим стримам это будет, наверное, числа, может быть, 2-3, я не знаю, но либо с 6 на 7, либо с 7 на 8, вот рождественский стрим, так сказать, как и в этом году уходящем он был, как вы помните, Ночь с китаянкой, это Ассасин платформер был. Вот, в этом году я не знаю, что, точнее в этом, в 2020 году уже, да, Рождество, я не знаю, может быть, вот так вот будем этих самых платформеров, ассасинов раз в год делать. Посмотрим. Вот, но в любом случае рождественский стрим будет. Так, сюда? Да. Нет, там оливье нет, там... Что у нас там? Там селедка под шубой, только без селедки... Не без селедки, а без свеклы, вот. И оно уже утром было готово, насколько я осведомлен. Так, надо вернуть тачку. Ну да, что они прям... О, хорошо, что чинить не надо. Вот, 5 минут прямо люто. Но, по всей видимости, потому что управление у этой машины прям тяжелое. Я прям не ожидал. Я думал, в 3-й части у всех управление одинаковое. Прям как... Почему они под колеса, блядь, прыжок веры совершают? А как активировать бомбу? Все, бомба заряжена. Я ж еще не успел убежать, товарищ Тони Монтана.
Зачем? Сейчас он сядет и меня взрывом, да, немножко отнесет. Селедка, наверное, скорее всего, да. Майонез вчера покупали, да, насколько я помню. 10 тысяч попугаев выдали. Так, можно сохраниться, да, и пойти покурить. Так сказать, перекурчик сделать. Да, свеклу я не любит. Может, управление поменять как-то, потому что мне удобно ручником на пробел пользоваться. Все. Песос, беги, беги отсюда. Очень страшная вещь. Эй, блядь! А, погоди, это... А можно я пособираю? Подожди, а куда... Куда они делись? Только что ж здесь пальба была. А, во-во. Как-то быстро. Хоть бабки. Интересно, а долго вообще по игровому времени будет восстанавливаться мост? Ну, там, по-моему, по сюжету он там как-то восстановит его там в какой-то момент времени. А вот как долго, я не знаю. Боязнь свеклы. Классно придумал. Максим. Так, давайте. Там как раз, наверное, еще времени получается на миссию, на одну. Так сказать, на перекуры, на одну миссию. А потом я, как обычно, 10 минут еще буду разглагольствовать по завершении, так сказать, стрима. Так что все нормально. Вот, на самом деле я где-то в 9 хотел начать, а изначально где-то часов в 6 или в 7. Но так сложились карты, очень долго ходили. Вот, очень долго я раскидывал к стриму. Так, давайте, я не знаю, какой он вид сделать. Так, такой вот. Пускай будет. Вот. Объявляю небольшой перерывчик на пару минуточек. Вот. Через 3, наверное, да. Через 3 минутки продолжим. Отправляемся за отважными напитками. Вот. Или чем-нибудь еще. Ваше здоровье. Перекур. Тут коты везде.
что ж, господа. Свекольный вампир. Замечательно. Миссии завершаемся на сегодня. На этот год. Пока Чанки Личонг. Миссия называется. If you need a piece, go around back of ammunition opposite the subway. Sort yourself with a 9. You know where it is, right? Well, remember, just watch your back in China. А вот это тоже знакомое рыло у товарища. По-моему, он где-то мелькал. В каких-то этих самых Сан-Андресах. Или Вайс-Ситях. По-моему, в Сан-Андресах он был где-то. Так, вон он тут рядом. Зеленая цель, это, по всей видимости, нужно... Ага. У него охрана. О! Подожди, у меня есть темка. Так, а этот товарищ куда-то поехал. На самом деле все не так уж сложно. Получается? Ну как несложно? Блять. Вот как его убивать-то? У меня 7 патрон осталось. Трындец. Придется так-то ранить. Или спихивать куда-то. Подожди, может быть его как-то... Ай, блядь, миссия пройдена и пиздец. Я не знаю, я ее провалил или все-таки... Или все-таки... Не, наверное, все-таки пройдено. Вот, ладно, давайте к сохранению. Не, ну это эпик. Просто. Эпичный срыв. О, дождик. Ключой. Успел, да, наверное. Наверное, все-таки успел. Итого сколько? 5 миссий? 6? За стрим 1,5-часовой. В принципе, нормально. Вот. В новом году продолжим. Собственно говоря. А сейчас проверим. Мы же перед миссией. Да, пройдено.
Mission complete, так сказать. Сюда нельзя зайти. Так, покуда сохранились, можно небольшой какой-нибудь беспредел устроить. Так, как там было? Так сказать, побуянить. Для чего еще нужно GTA, да? Вот, я когда не мог пройти миссии, я просто так вот как бы бегал и буянил. Вот, на этом самом. На полицейском участке. А тут, по-моему, отстреливаются, да, головы типа. Как-то это, прицел странно сбит. Вы охренели, товарищи? Ой. Блять. Беги, ебёныч, беги! Все упало, все пропало. Так сказать, красочный. Уже 1 января. Нет, у нас еще не 1 января. По Москве пока что без 5. Без 5 минут 11. Да, прицел сбит, да, я об этом говорю, он куда-то в правый этот самый угол бьет. Не в бровь, а в глаз. Так, насколько я помню, нажмите на плюс. Парамедик. Ой, сам же и задавил. Аж. Вот. Я не знаю, нахрена тут сирена, если они как бы дорогу совершенно не уступают. Более того, болванчики, вот эти вот, сами прыжок веры и совершают. Вот, прямо под колеса. Так. Ну ты собираешься, нет? Заходить-то. И, насколько я помню, если пройти все миссии за парамедика, у тебя там бонус к здоровью какой-то будет. Если пройти все миссии за... Офигенно! Офигенно! Людей спасено ноль. Прямо перед этим. Вот, если пройти все миссии за таксиста, я не помню, что будет. Если пройти за полицая, то, по-моему, розыска не будет или что-то типа того. Не помню точно конкретно, но прикол весь в чем? Вот ты как бы за полицейских выполняешь миссии. Вот, но звезды тебе все равно присваиваются. Ты типа приехал разобраться с преступником, ты его завалил, хотя ты выполняешь миссию за полицаев, тебе все равно в розыск. Ну нахер. Как-то так. Добрый вечер. Да, и сейчас уже будем завершаться. Вот. Собственно говоря, 11 часов практически по
в Москве. Так сказать, остался последний час уходящего года. Вот. Через час наступит новый 20-й год. Крысиный. Вот. Или мышиный. Мышиный, да, по-моему, не помню. Чей. Вот. В общем, насчет планов я уже выше все говорил. Вот. В течение недели будет там 1 или 2 стрима, это точно. Вот. А дальше контент будет идти в течение всего года, я надеюсь. Ваше здоровье, господа. На этом я буду закругляться на сегодня и на этот год. Всем удачи, всем добра, счастья, так сказать. Берегите себя, берегите близких. И не забывайте подписываться на канал, ставить лайки ВКонтакте и на Ютубе, соответственно, еще можно прожать колокольчик. Господа, всех был рад видеть. До следующего года. Пока. Воу, как это все неожиданно.